Всем привет! Сегодня в выпуске о том, где отдохнуть на море в октябре и ноябре. Пока я нахожусь здесь, в Подмосковье, мои друзья на Бали, в Доминикане и в турецкой Алании. Вместе мы не только расскажем, но и покажем, как сейчас обстоят дела на самых лучших курортах планеты. С вами танцует бачату, меренгу, ром, пожалуйста, в неограниченном количестве. Я провела опрос в группе «Кругосветка с Третьяковой» в соцсетях. Спасибо всем, кто проголосовал. Оказывается, больше всего желающих в это время года отдохнуть в Алании, в Турции. Сегодня обязательно расскажу о том, как там сейчас обстоят дела с погодой, с ценами, о самых лучших достопримечательностях и тех местах, которые нужно обязательно посетить, если вы окажетесь в Алании. Дальше в выпуске жаркая Доминикана, турецкая Алания и самые теплые уголки Европы. Признаюсь честно, сама только недавно узнала, что Доминиканская республика находится на острове Гаити. Раньше они у меня друг с другом как-то не ассоциировались. Именно в Доминикане находятся самые крутые поля для гольфа и виллы знаменитостей. Там, например, любят отдыхать Дональд Трамп, Стинг, Хулио Иглесиас, Джей Ло, Кристина Агилера. Пожалуй, стоит обратить внимание на это место отдыха. Из Москвы в Доминикану лететь 10-11 часов. Я в таких случаях всегда сначала получаю отзывы от тех, кто уже побывал в этой стране, чтобы узнать, когда лучше лететь, как сэкономить, какой отель выбрать, на каком пляже побывать. Сейчас самый честный отзыв о Доминикане от Ольги Басмуровой. В Инстаграме ее профиль Басмурова, и там очень много сториз и публикаций из Доминиканы. Доминикана. Я была в разных странах и предпочитаю Азию, но Доминикана – это смесь чего-то азиатского и Испании. Есть свой определенный колорит, есть что посмотреть и есть на что, может быть, не очень бы хотелось посмотреть. Местный колорит, не знаю, что это продает. Что-то ходит, весь день продает, а что продает, непонятно. Доминикана – это all-inclusive. Абсолютно все включено, прекрасная еда, было абсолютно все. Мясо любое, свинина, говядина, курица, рыба разных видов, креветки. И все абсолютно вкусное. Разнообразие овощей. Мы были довольны, несмотря на то, что у нас отель был тройка, четверка. По поводу алкоголя тоже все включено. С 10 начинал работать бар, и до часу ночи можно пить без остановки. То есть ром, пиво. Пиво очень интересное, кстати. Я пиво не пью вообще, я его не люблю. В Доминикане я попробовала и даже пару раз выпила пару кружек, потому что оно очень такое лайтовое. Я думаю, россиянам оно обязательно должно понравиться. Во многих отелях есть свои дискотеки, это хорошие клубы, куда приезжают люди с других отелей. Есть местные клубы, но, опять же, в основном там играет либо исключительно русская попсовая музыка, либо местная, чтобы вы имели в виду. Чего-то техно-электронного, например, как люблю я, там, естественно, такого не найти. Чем занять себя в Доминикане? Ну, я могу сказать, что в Доминикане вы будете заняты круглосуточно. Прекрасные пляжи, море или Атлантика, в зависимости от того, какой вы отель выберете. Вы будете наслаждаться прежде всего этим. Но уже на 3-4 день я рекомендую вам начать выбираться на экскурсии, потому что в Доминикане на самом деле есть что посмотреть, и это очень интересно. Я вам обязательно рекомендую побывать в Санто-Доминго, в столице Доминиканы. Там вы увидите все контрасты. До посещения этой страны я как-то особо не интересовалась, но теперь я знаю, что Доминикана – это католическая страна. Они исповедуют католицизм. И, кстати, там, если вы поедете на экскурсию в Санто-Доминго, вы посетите кафедральный католический собор. По поводу экскурсии, кстати, да, сколько стоит? Средняя экскурсия где-то примерно $50. Ну, плюс-минус, смотря где вы ее возьмете. Мы ездили на экскурсию на остров Саона, и здесь такая маленькая пометочка. Пока туда вы направляетесь, это где-то примерно 1,5 часа по морю на катере, и это очень крутые эмоции, потому что работает классная анимация. С вами танцует бачату, меренгу, ром, пожалуйста, в неограниченном количестве. И пока мы туда добрались, я уже была самым счастливым человеком. И, в принципе, остров уже не представлял такого интереса. Это, конечно же, рай. И вообще, в принципе, доминиканские пляжи – это просто райское место. Такого я еще не видела нигде. Ну, может, просто я где-то еще не была.
имейте в виду, что вечером выходить с отеля опасно. Не нужно бояться, там до вечера курсирует полиция, в том числе на пляжах. Но, тем не менее, если вы выходите за территорию отеля, то лучше быть компанией. И девушкам в нескромных нарядах я бы не рекомендовала появляться в ночное время на улице. Нам путевка обошлась, за смешные деньги, 100 тысяч рублей на двоих. Это на самом деле смешные деньги, потому что туры в Доминикану в среднем стоят где-то от 80 тысяч рублей на одного человека. В принципе, можно найти, опять же, в зависимости от отеля и его звездности, что-то за, примерно 1070 на одного человека. Отпуск, я думаю, ничего не должно омрачить, тем более октябрь, начало ноября, там как раз-таки сезон. Счастье есть, его не может не быть. Если ко всей этой осенней красоте вы морально еще не готовы, но и далеко лететь не хотите, есть турецкая Алания. Там сейчас еще тепло. Алания находится на берегу Средиземного моря. Там сейчас где-то 25-27 градусов тепла. Вода тоже хорошая, до 26 градусов. В ноябре температура воды опустится до 22-23 градусов. Из Алании только вернулась Ольга Каменева, автор канала «Солянка путешествий». На этом канале вы найдете хороший обзор об Алании. Ольга рекомендует лазурный пляж Клеопатры. Он один из лучших не только в Алании, но и вообще в Турции. Кроме того, именно в октябре, в ноябре в Турции хорошо смотреть достопримечательности. Аланийская крепость, 13 век. В Алании есть Красная башня и огромная крепость. Летом в жару бродить там может быть и тяжело, а вот осенью в прохладу, когда уже не такое палящее солнце, самое оно. Октябрь-ноябрь – это то самое время, когда можно окунуться с головой в экзотику и при этом сэкономить на Шри-Ланке. Сразу скажу, на Шри-Ланке в это время года еще низкий сезон, там не закончились проливные тропические дожди. Но при этом широкие пляжи и теплый Индийский океан в вашем полном распоряжении. Жара там стоит до 30 градусов. Но будьте готовы к тому, что в течение дня неожиданно может начаться проливной, но при этом тоже очень теплый дождь. Волны в это время года на Шри-Ланке очень сильные, океан штормит. Но если вы планируете заняться серфингом, вам это не помешает. Отправляйтесь в Хикадугу или Велигаму. Имейте в виду, для того, чтобы заниматься серфингом, нужна специальная одежда или хотя бы футболка с длинным рукавом. И это не дань какой-то серфингистской традиции, это все в практических целях. На экваторе солнце очень активное, палящее, и кожа там сгорает просто моментально, даже в такой низкий сезон. В октябре и ноябре Шри-Ланка отлично подойдет тем, кто любит национальные и традиционные праздники и шествия. В это время года индуисты там празднуют день, посвященный богине Лакшми. Это богиня богатства, плодородия. Отмечается большой, красивый фестиваль света, или праздник огней он еще называется. Есть и большой праздник у буддистов, он празднуется в полнолуние месяца, и, возможно, тех, у кого крепкие желудки, заинтересует международный фестиваль пряной пищи. В октябре его отмечают, проводят, точнее, в Коломбо, в столице государства. Авиаперелет Москва-Коломбо вам обойдется где-то в 30 тысяч рублей, можно сэкономить пару-тройку тысяч. А если хотите сэкономить больше, то тогда ищите варианты с пересадкой через Арабские Эмираты, через Катар. Очень подробный обзор Шри-Ланки есть на моем канале, ссылка на плейлист вверху. Там и лучшие пляжи острова, и главные достопримечательности, в том числе Сигирия, Львиная скала, и, конечно же, чайные плантации. Обязательно найдете для себя что-то интересное, и в планировании вашего собственного отдыха это обязательно вам должно помочь. Из европейских курортов советую обратить внимание на испанский Тенерифе, Крит и греческий Кипр. Там, конечно, сейчас уже не лето, но еще достаточно тепло. Температура днем 22-23 градуса. Можно хорошо погреться и продлить свое лето. О ваших любимых направлениях осеннего отдыха обязательно рассказывайте в комментариях и в группе «Кругосветка» с Третьяковой в социальных сетях. На заметку туристу, который решил посетить Бали. Всем, кто планирует отдых, хорошего путешествия, обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте колокольчик. Всем пока-пока!